Сегодня мы приехали в город Дрезден. Это город-музей под открытым небом. Schöne Abendstimmung. Welche man stören. Ach, da hinten eine Laterne. Сегодня мы приехали в город Дрезден. Это город-музей под открытым небом. Здесь свингер, ансамбль дворцов и галерей, построенный при Августе Сильном, который буквально коллекционировал искусство и роскошь. Свингер – это не просто дворец, а настоящий театральный двор под открытым небом. Его построили по образу французских королевских резиденций. Здесь все создано для впечатления. Арки, скульптуры, фонтаны, галереи и ощущение парадного входа в другой век. Когда я шла под Свингеру, мне казалось, что это не музейный комплекс, а сцена, где когда-то проходила роскошная жизнь саксонского двора. Легенда о дрезденском ловеласе связана с Августом Сильным, прославившимся своим любвеобильным нравом. Монарх, согласно преданиям, имел 365 внебрачных детей или столько же фавориток. Согласно главной городской легенде, его сердце бьется всякий раз, когда мимо склепа проходит красивая женщина. Исторический центр Дрездена был почти полностью уничтожен во время бомбардировки в феврале 1945 года. Город бомбили британская и американская авиация. После войны Дрезден буквально собирали заново. Здания, дворцы, соборы, целые улицы восстанавливали по старым чертежам и фотографиям. И удивительно, что это знаменитое панно «Шествие князей», выполненное из мейсонской фарфоровой плитки, пережило бомбардировку. Это внутренний двор замка, и здесь раньше проходили рыцарские конные турниры. В этих окошках судили судьи. На этих столбах рыцари ловко бросали кольца, а здесь стояла шумная толпа. Эта церковь во время бомбардировки 13 февраля 1945 года выстояла. Но от страшного пожара внутри камень не выдержал, и через 2 дня Фрауенкирхе рухнула. Почти 50 лет ее руины лежали в центре города,
как напоминание о войне. А после объединения Германии церковь начала восстанавливать буквально камень за камнем. Интересно, что восстановление Фрауенкирхе стало международным делом. Деньги собирали не только Германии, но и за границей, в том числе в США и Великобритании. Люди жертвовали средства, чтобы из руин снова поднять эту церковь, как знак примирения. Co się stało? Gdzie? Gdzie? В Дрездене мы неожиданно попали на городскую демонстрацию. Люди вышли на улицы с флагами и плакатами, говорили о работе, социальной справедливости и правах обычных людей. И на фоне старинной архитектуры это выглядело особенно интересно. Город здесь был не только музейным и историческим, но и живым, современным и со своим голосом. Wir können besser, stadtwilliger Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gute Vorschläge, wie wir gemeinsam aus dieser Krise auch wieder rauskommen. Guck dir mal den an! Мне удалось записать, как звучат фарфоровые колокольчики на знаменитых часах дрезденского Цвингера. Представляете, обычно колокола делают из металла, а здесь звучит фарфор. Хрупкий материал, который вдруг превращается в музыку. Я давно мечтала попасть в музей фарфора в Дрездене. Еще задолго до переезда в Германию. Представляла, как снимаю эти произведения искусства и делюсь с вами, мои зрители. И сегодня эта мечта сбылась. Так что верьте в свои мечты, мечты сбываются. Думаю, каждая женщина любит красивую посуду, а тут речь идет о первом королевском фарфоре, изобретенном в Европе. Мейсон находится недалеко от Дрездена, и именно здесь родилась одна из самых изящных легенд Европы. Когда-то фарфор называли белым золотом. Его привозили из Китая, и он стоил невероятно дорого, и европейские правители мечтали раскрыть его тайну. В начале XVIII века Август Сильный был буквально одержим фарфором. И именно в Мейсоне алхимик вместе с ученым смогли создать первый европейский твердый фарфор. Так Мейсон стал местом, где тайна белого золота впервые открылась в Европе. И сегодня здесь можно увидеть, как из земли, огня и человеческого таланта рождается хрупкое искусство, которое переживает века. Перед нами центральное украшение роскошного обеденного сервиза, созданного для генерал-фельдмаршала графа Бурхарда Кристофа фон Мюниха. Работа выполнена в Мейсоне
примерно в 1738 году. Это роскошное фарфоровое настольное украшение выполнено в форме храма чести. Его создали в Мейсоне около 1750 года. Фарфоровая композиция выполнена в Мейсоне в 1775 году по проекту Мишеля Виктора Асье. Особое внимание привлекает ее основание. Его создал Йоганн Кристиан Нойбель из саксонских камней, позолоченного серебра, бронзы, дерева и зеркального стекла. Этот экспонат передан из знаменитого собрания «Зеленые своды». В Мейсоне фарфор превращался не только в посуду, но и в настоящие цветы. Перед нами декоративная композиция, где каждый лепесток и каждый маленький бутон сделаны вручную. Это выглядит нежно и легко, но на самом деле такая работа требует огромного мастерства. Фарфор хрупкий, капризный и не прощает ошибок. А здесь фарфор превращается уже в маленький театр. Перед нами изящные сцены с дамами, кавалерами и музыкантами, как будто остановленный кадр из дворцовой жизни XVIII века. Особенно интересно рассматривать детали: складки платьев, цветочные узоры, позы, выражение лиц и даже маленькую собачку на заднем плане. Dann leise weiterströmte und jemand, der es nicht ahnte, abends über den Platz ging und sich dachte, schöne Abendstimmung, wo bin ich denn mal ungestört? Ach, da hinten eine Laterne, die ist gerade aus, dann zünde ich mir da gleich mal ein Pfeifchen an. Bumm. Ja, rauchen. По одному билету можно посетить сразу несколько музеев Цвингера: галерею старых мастеров, там где находятся картины, музей фарфора и физико-математический салон. Входной билет стоит 16 евро, льготный 12, а детям и подросткам до 17 лет вход бесплатный. Перед входом нужно оставить сумки и рюкзаки в ящике для хранения. С собой можно взять только самое необходимое: телефон, кошелек. Для этого в музее выдают маленький прозрачный пакетик. Перед нами работа Франческо дель Коса «Благовещение. Рождество Христово». Эта картина важна тем, что показывает одно из главных открытий Возрождения – перспективу. Архитектура построена так, что взгляд уходит в глубину, и пространство рождается почти реальным. В центре момент, когда архангел Гавриил сообщает Марии о рождении будущего Христа. Перед нами Гермес, римская мраморная копия с утраченной греческой бронзовой статуей.
Афродита – римская мраморная копия древнегреческой статуи. Богиня изображена после купания. Ее жест кажется скромным, но одновременно подчеркивает красоту тела. Это картина Лукаса Кранаха-младшего. Пробужденный Геркулес прогоняет пигмеев. Она была написана в 1551 году маслом на липовой доске. Проснувшийся Геркулес защищается от пигмеев и обращает их в бегство, а его взгляд прямо на зрителя звучит как предупреждение. С ним лучше не связываться. В этой сцене Геркулес побеждает Какуса, чудовище из римской мифологии. Скульптура передает сильное напряжение, движение и момент решающей победы героя. На картине представлены архитектура, живопись и скульптура в образах 3 женских фигур. Она показывает, как эти искусства вместе создают идеальный художественный мир. Здесь я попала в зал реставрации, где показывают, как специалисты исследуют и восстанавливают старинные картины. На экране рассказывали о реставрации картины Корреджио «Мадонна святого Себастьяна». Такие залы особенно интересны, потому что здесь видно не только красоту искусства, но и огромную работу, которая помогает сохранить его для будущих поколений. Эта картина Лукаса Кранаха-старшего показывает трагический библейский сюжет – избиение младенцем в Вифлееме. В центре сцены много движения, страха и хаоса. Воины, женщины, дети, толпа. Картина написана около 1515 года на липовой доске и позже попала в Дрезденскую кунсткамеру. Она производит сильное впечатление, потому что за красотой старинной живописи здесь скрыта очень тяжелая история. Это копия картины Ганса Гульбейна-младшего. Эта картина особенно меня поразила деталями.
Я долго смотрела на ковер. Он написан настолько точно, что кажется почти живым. Видно каждую складку, каждый узор. И в какой-то момент забываешь, что перед тобой краска на доске, а не настоящий тканый ковер. Перед нами роскошный натюрморт 17 века. Абрахам Миньон показал фрукты, ягоды, листья, птичье гнездо и маленькие детали природы так точно, будто они живые. Но это не просто красота. Такие картины часто напоминали о хрупкости жизни, быстротечности времени и богатстве мира, который нужно было уметь замечать. Напоминание о быстротечности жизни. Такие картины учили смотреть глубже, за красотой видеть время, память и смысл. Перед нами семейный портрет. Но больше всего мой взгляд здесь остановился не на лицах, а на платьях. Они написаны настолько тонко, что ткань кажется живой, шелк будто переливается. Складки мягко падают, а свет скользит по ним, как по настоящему атласу. В таких деталях особенно чувствуется роскошь эпохи. Перед нами старый Дрезден XVIII века. Художник Бернато Беллотто показывает площадь Нойенмаркт со стороны Юденхофа. Справа видна Фрауенкирche, а слева здание картинной галереи. Эта работа особенно интересна тем, что она не просто красивая городская сцена, а почти исторический документ. По таким картинам можно увидеть, как выглядел Дрезден до разрушений и больших изменений города. Это Тициан, один из главных художников итальянского возрождения. И это одна из самых известных работ Дрезденской галереи старых мастеров. Тициан показывает не просто библейскую сцену, а столкновение двух состояний – мудрости и хитрости, света и тени, духовного и земного. Именно поэтому эта небольшая картина производит такое сильное впечатление. Перед нами работа Сандро Боттичелли, одного из великих мастеров Возрождения. Картина устроена почти как комикс. В одном пространстве художник показывает сразу несколько эпизодов из жизни святого Зиновия. Здесь важна не только красота линий и цвета, но и сама идея рассказа, как живопись могла быть настоящим визуальным повествованием задолго до кино. Мне эта картина очень понравилась. Я возле нее стояла и не могла никуда отойти.
Перед нами еще одна работа Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем». В ней особенно чувствуется красота флорентийского возрождения, тонкие линии, спокойные лица и нежная связь между матерью и ребенком. Боттичелли убирает все лишнее и оставляет главное – тишину, любовь и светлое духовное чувство. Перед нами работа Корреджио «Мадонна святого Георгия». Здесь Мария с младенцем Христом окружена святыми, а справа мы видим святого Георгия в доспехах. Здесь я специально встала рядом, чтобы было видно, насколько огромны эти картины. Когда смотришь на их вживую, масштаб действительно поражает. И сразу возникает вопрос, как это вообще писали? Наверное, нужны были огромные холсты, высокие лестницы, подмостки, много красок и месяцы, а может даже и годы работы. Я даже не представляю, сколько времени, сил и терпения нужно было, чтобы создать такую работу. И в заключении мы подходим к одной из главных жемчужин Дрезденской галереи – Сикстинской Мадонне Рафаэля. Это та самая картина, которую многие узнают по двум ангелочкам внизу. Они стали почти самостоятельными символом искусства. Но перед оригиналом ощущение совсем другое. Дрезден – это не просто красивый город, но это еще и пример, как можно восстановить не только здания, но и историю города. Я надеюсь, вам сегодня понравилось мое видение этого города. И подписывайтесь. До встречи!